Всем привет! Как всегда, перед началом ролика включите субтитры и подпишитесь на канал. И кто хочет поддержать канал, может стать спонсором канала, получить авторские эмоджи и значок от меня. Тут есть несколько уровней спонсорства, поэтому выбирайте тот, который вам нравится, и оформляйте. В этом ролике расскажу о том, как нужно начать играть, дабы избежать начальных ошибок и не тратить свое время. Итак, допустим, вы начали игру и выбрали себе любого из 4 хронологий. Не спешите бежать проходить подземелье, вначале вам дает самую худшую хронологию серую и самый низкий тир. Чтобы не тратить свое время, советую всем для начала найти более редкую и лучшую хронологию. Тут возле магазина некоторые часто выкидывают ненужные хронологии, поэтому у вас есть шанс получить что-то лучше, чем вам предлагает игра изначально. Либо написать в чате в сервера, может найдутся те, кто поделится. Ну или самый лучший метод — подписаться на канал. Первым 10, кто подпишется на канал, получит хорошую и довольно редкую хронологию. Вам не придется тратить время, поэтому спешите. Но если не хочется переходить никуда, то идите качать героя и в подземелье найдете что-то получше. Но после этого, как найдете более редкую, вам придется начать заново с нулевого уровня. А это все потерянное время. Так, перейдем к хронологии. У нас есть хронологии разной редкости, в зависимости от тира и от цвета редкости. Коммонки, анкомонки, рарки, эпики и так далее. Какая лучше? Ну, тут нужно читать описание для каждой и смотреть, что вам подходит. Какие навыки имеет эта хронология или какие усиления дает. Тут таких хронологий много, поэтому я не могу сказать, какая лучше, но каждая хороша по-своему. На вопрос, за кого лучше играть, за хрономастера или воина или хиллера, или может быть лучше за Shadowblade, тут также решать вам, кем вам больше нравилось играть в других похожих играх. Мне же больше нравится играть за воина, к примеру. Как менять хронологию? Чтобы поменять хронологию, для начала нужно переставить найденную в основной инвентарь, и после она появится во вкладке Timeline. Сейчас в этой вкладке у меня только Shadowblade, но в сумке, как видите, у меня много их. Просто беру, перетаскиваю в основной инвентарь и появляются уже для доступа. Жму на нужную, и теперь я хрономастер. Итак, перейдем к шестеренкам. Шестеренки также имеют разный тир, разную редкость и вдобавок еще уровень. Зачем нужны эти шестеренки? Они вам открывают доступ к навыкам. Сразу скажу, в этом ролике я не буду читать описание навыков, говорить, какой из них лучше или хуже. Это туториал для тех, кто хочет разобраться в основе. К примеру, у меня шестеренка зеленая, тир 4, 35 уровень. Она открывает для меня 2 навыка. Это сопротивление, которое имеет 3 способности, и навык Vorpal Edge. Некоторые навыки буду читать так, как написано на английском. Идем проверять. Заходим в древо навыков и видим 3 способности сопротивления, которые нам открыла эта шестерня. Это сопротивление огня, мороза и также сопротивление от яда. И навык Vorpal Edge. Давайте снимем эту шестеренку, дабы удостовериться, правильно ли все работает. Возвращаемся в инвентарь, берем шестеренку и тянем в любой пустой слот. И теперь в древе навыков у нас пропал Vorpal Edge и также 3 способности сопротивления. Надели назад шестеренку. И навыки появились. Все просто. Примечание: когда вы тратите скилл-поинты на шестеренку, то перед тем, как поменять шестеренку, сходите к обелиску, где можно сбросить все очки. Ибо странный баг, что эти очки могут попросту пропасть с шестеренкой. Надеюсь, это скоро исправят. Вроде с шестеренками разобрались, переходим к снаряжению. В снаряжении также есть разные уровни редкости и также разный тир, поэтому совет: просто смотрите на характеристики и выбирайте те, которые вам необходимы. Примечание: вы не можете надеть любое снаряжение, какое хотите. Для этого вам нужно будет иметь уровень, к примеру, силы, интеллекта, ловкости и так далее. Допустим, у вас низкий уровень и вы хотите надеть снаряжение, чтобы стать сильнее. Как вы видите, мне нужно иметь 28 силы и 53 ловкости. Поэтому, постепенно усиливая характеристики, вы сможете надеть это снаряжение. Логично ведь? Некоторые снаряжения имеют активную способность, как у меня. Как вы видите, здесь активный навык Брюс Ли Пинок.
Если я поменяю снаряжение, то этот навык также перестанет работать. Итак, со снаряжениями вроде все в общем объяснил. Перейдем к навыкам и как их использовать в бою. Допустим, у меня есть сюрикен, но он мне не нужен сейчас. Как его убрать? Все просто. В инвентаре заходим во вкладку навыки здесь, и мы хотим поменять сюрикен, к примеру, на этот навык. Берем этот навык левой кнопкой мыши и тянем на место сюрикена. Как вы видите, навык был успешно сменен. Также с бутыльками. Заходим в инвентарь. Хватаем любой бутылек, который вам необходим, и тянем на место, которое хотим сменить. Все просто. Еще тут в игре нет карты, поэтому находить друг друга, если вы не в пати, поможет вам ракета. Жмете на кнопку латинскую H и запускаете вверх ракету. Так вас могут найти на карте. Надеюсь, в будущем тут добавят карту, без нее очень сложно новичкам ориентироваться на местности. Вроде с базовым началом разобрались. Если что-то забыл сказать, напишите в комментариях, так как игра новая, мог что-то и упустить. В следующем ролике постараюсь разобрать каждого героя по отдельности и также навыки. А на этом все. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал, ну и оформляем спонсорство, тем самым поддержав меня и канал. И хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.